Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 8 марта, и сегодня день бесконечного изобилия, поэтому обязательно нарисуйте эту цифру на руке. И обязательно в вашей жизни произойдут изменения в лучшую сторону. Это будет касаться и финансов, и вашего благополучия и достатка. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и постарайтесь именно 8 марта в этот такой вот чудесный волшебный день провести эту практику. Она очень простая, но в то же время очень действенная. И ввиду того, что сегодняшний день – это день бесконечного изобилия, обязательно сонастройтесь с энергетикой Вселенной, и она обязательно вам поможет и привлечет те блага, которые действительно нужны в вашей жизни. Главное, чтобы вы не боялись, главное, чтобы вы, многие очень переживают и стесняются о том, что, ой, а что же мне скажут, а что же будут ждать. Помните о том, что сегодня это великий день. Кроме того, сегодня у нас с вами 8 марта, Международный женский день. Мы всех поздравляем, желаем женского всем счастья, благополучия, здоровья, мира, любви, гармонии. Пусть все ваши мыслимые и немыслимые желания всегда исполняются. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день будет наполнен достаточно сильной энергетикой и силой, поэтому ваше именно восприятие и понимание вы должны вот пробудить в себе вот эту неимоверную мощь и привлечь к себе благополучие из запаса Вселенной. И поверьте, что Вселенная сегодня готова с каждым делиться всем тем, что нужно. Главное, не бойтесь этого. Что же нас вообще сегодняшний день ожидает? Во-первых, сегодня очень важно освобождаться от ненужного. Это может касаться всего чего угодно. Да, сегодня праздник, но дело в том, что у некоторых людей сегодня, к сожалению, они остановились, у них апатия, у них депрессия. И это связано с тем, что вам нужно начать меняться, вам нужно думать о том, что вы хотите привнести в свою жизнь. Соответственно, избавляйтесь. Бывает так, что вам нужно проработать с обидами, просто попросите прощения. Не обязательно позвонить или встретиться, а хотя бы просто пропишите или просто проговорите, например, на свечу. Желательно на церковную свечу, она имеет больше силу. Кроме того, сегодня у вас могут появляться препятствия, особенно у тех людей, кто застрял в негативе. Это будет связано с какими-то отношениями, это, возможно, связано с какими-то моментами в жизни. Здесь очень важна ваша задача не останавливаться. Если у вас что-то не получается, подумайте. Вот задайте себе вопросы, попросите высшие силы, Вселенную, ангела-хранителя, чтобы вам помог. Кроме того, сегодня хороший день, чтобы освобождаться от каких-то плохих привычек и устанавливать новые цели, новые задачи для себя. Обращаем ваше внимание, что у вас обязательно все получится, потому что Вселенная сегодня слышит всех. Вот именно слышит всех. И ваша задача не бояться этого. Многие думают о том, что ой, у меня, наверное, не получится, ой, у меня то. Знаете, если вы так думаете, то вам никто не поможет, потому что только вы строите именно свою жизнь. Помните, пожалуйста, девочки и мальчики, об этом. Далее, на что еще стоит обратить внимание, это то, что Водолей у нас с вами знак зодиака, который ассоциируется с инновациями, со свободой своих действий, слов. И сегодня очень важно, чтобы вы обменивались идеями. Неважно, с кем это. Главное, чтобы это было только в позитивном ключе. Кроме того, сегодня люди могут стремиться к какой-то справедливости. Это будет правильно, к равенству. Это очень важно. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня у некоторых людей будет очень развита интуиция, поэтому прислушивайтесь к себе, что вам говорит ваше сердце. Если вам говорит о том, что сегодня этого не стоит делать или на это не стоит обращать внимание, не рвите сердце, потому что тот день, когда интуиции нужно доверять. Кроме того, у нас сегодня с вами 8, и 8, она очень сильно влияет на людей, на все то, что происходит вокруг. И вы знаете,
знаете, неспроста Международный женский день был придуман 8 марта. Кто-то говорит о том, что там исторически было придумано и так далее, и так далее. Не хотим вспоминать эту историю, как бы все о ней знают, но дело в том, что даже в те времена, в начале 19 века, люди очень большое значение придавали астрологии, нумерологии. Хотя многие сейчас скажут, что они в это не верили, но вы знаете, каждая цифра имела определенное значение. И в те времена также были и астрологи, и нумерологи были, и тарологи были, провидцы были, всегда к ним обращались. Поэтому, когда выбирали именно эту дату, для них было очень важно, чтобы это действительно помогало и, знаете, объединяло людей. Конечно же, сегодня могут быть определенные опасности. Как они могут выражаться? В том, что люди нерационально будут использовать свое время, не будут подходить к какими-то нестандартными подходами, которые не будут являться для них осознанными, важными. То есть, если вам сегодня кто-то говорит о том, что вот нужно прямо сейчас принять решение, необдуманно, спонтанно, не ведитесь на это, сделайте паузу. Очень будьте осторожны в этом плане и обдумывайте свои действия, потому что у нас сейчас с вами убывающая все-таки Луна, и в каких-то моментами очень происходит такое, знаете, искривление, и вы уже через пару дней даже сами убедитесь и поймете, что слава Богу, что вы остановились, что вы притормозили, что вы не дали этому действия, потому что сейчас вот будут развиваться события, и вы поймете почему. Кроме того, уделяйте сегодня внимание своим эмоциям. Дело в том, что сегодня эмоции также имеют очень важное значение. Хоть и сегодня такой вот замечательный, прекрасный день, но опять же, знаете, всегда в прекрасном цветнике найдется муха, которая будет пытаться все, знаете, все привести в негатив. Поэтому ваша сегодня задача быть немножечко осторожным, быть немножечко внимательным, также следить за своими словами и за эмоциями. Если вас кто-то ведет на конфликт, на эмоции, подумайте, а зачем? Сегодня может быть такие ситуации, что вам могут дарить подарки, и вы на интуитивном уровне вот прямо будете чувствовать, что этот подарок не ваш, что этот подарок не стоит брать. Но если вы уже его взяли, то подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы от него избавиться, потому что он может на вас повлиять в будущем. Помните о том, что когда мы что-то начинаем делать, это не значит, что прямо сию секунду мы можем увидеть результат. Результат бывает через месяц, через полгода или через год. И здесь вот сегодня вот такой день. То есть какое-то ваше неправильное действие в словах, в действиях может со временем привести к не очень хорошим ситуациям в будущем. Но когда в будущем, это у каждого будет по-своему. Кроме того, обращаем ваше внимание, что энергия знака зодиака Водолея сегодня может помочь нам легко освободиться от старых образов жизни, которые сказываются на нашем здоровье, которые сказываются на нашем восприятии. Поэтому сегодня очень важно осознавать и понимать, что если вам что-то не хочется, если что-то вам мешает, избавляйтесь, не бойтесь этого делать. Помните о том, что бывает так, что вы живете год-два в таком ритме, а потом приходит момент, и вы понимаете, что это уже не ваше, что это уже изжило свое. Не бойтесь отказываться от того, что вам уже, возможно, не нужно. Также подумайте о том, что вам, возможно, в этот день стоит уделить внимание своему здоровью. Если вас сегодня что-то беспокоит, то сегодня, друзья, очень ваша задача самое ближайшее время обратиться к врачу. Почему? Потому что это вам подсказка о том, что, возможно, что-то вам нужно изменить в своей жизни. Это может касаться и вашего питания, вашего образа жизни, вашего отношения к своему телу касательно, как вы его истощаете,
потеряете и так далее, и так далее. У каждого, девочки и мальчики, это будет что-то свое, но вы должны понимать и то, что наше тело, если дает, вот знаете, первые звоночки, вам нужно уже об этом поразмыслить, почему это происходит. Потому что если вы не обратили внимания или подумали, что ой, сейчас у меня все будет хорошо, потом еще приходит еще раз, и потом уже происходит не очень хорошая ситуация. Также обращаем ваше внимание, что касательно, если мы говорим о лунном календаре денег, то сегодня особенный день с точки зрения лунного календаря. Почему? Потому что знак зодиака Водолей – это сочетание энергий, которые предоставляют нам уникальные возможности для процветания изобилия и для привлечения изобилия и процветания в нашу жизнь. Поэтому не бойтесь сегодня привлекать те блага, которые вам нужны. И практика, о которых мы далее поговорим, друзья, она вам очень поможет. На что еще стоит обратить внимание, это на карту Таро, которая выпала на этот день. Это, друзья, у нас с вами Луна. А как вы знаете, Луна у нас с вами символизирует интуицию, внутреннюю мудрость, женскую энергию. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы обратили внимание на свои внутренние ощущения, постарались в тех или иных ситуациях довериться именно своей интуиции и прислушаться к голосу своей души. Кроме того, этот день для некоторых людей может стать мощным источником вдохновения и для руководства, а также принятия тех или иных решений. Кроме того, карта Луны, она у нас с вами ассоциируется с женской энергией, с эмоциональной целостностью. Поэтому в этот день каждая из женщин может обрести силу и поддержку от Вселенной, от высших сил. Только ваша задача попросить, не бойтесь проговаривать. Очень часто бывает так, что люди говорят о том, что но я же думала, понятие думала, и то, что вы говорите, то, что вы просите активировать и сделать в вашей жизни, это две большие разницы. Помните об этом. Кроме того, Луна нам указывает еще и на тайные, скрытые аспекты нашего внутреннего мира. Поэтому постарайтесь уделить сегодня внимание себе. Да, многие будут поздравлять друг друга, многие будут нести подарки, поздравлять и так далее, но вы также должны и понимать, и осознавать, что вы в первую очередь должны принадлежать себе. Поэтому будьте, пожалуйста, немножко внимательнее по отношению к себе. Если у вас сегодня такой день, и вас никто не поздравляет, или вы не воспринимаете этот праздник, бывают такие ситуации, подумайте о том, чтобы просто самой себе устроить праздник. Самое простое, возьмите сами себя, пригласите в ресторан, в кафешку, закажите то, что вы хотите. Нет желания, нет возможности, как вы считаете, в таком случае сами себя пригласите или сами себе сделайте праздник в виде, например, вкусного праздничного ужина при свечах. И вы должны понимать и то, что вы должны сами понимать, чего вы хотите. Если вы ничего не хотите, то и в вашей жизни ничего и не будет. Помните о том, что в первую очередь все в нашей с вами голове. Далее совет от Архангела Михаила, друзья. Сегодня Архангел Михаил призывает нам к тому, чтобы каждый человек на этой планете верил в себя, верил в свою силу. И, конечно же, очень важно, чтобы вы не поддавались страху или сомнениям, которые будут появляться в вашей голове. Вот самый простой пример. Человек, например, решил устроиться на новую работу, да, и, казалось бы, в его голове в первую минуту, ой, как здорово, как чудесно, я буду развиваться, а потом в какой-то момент наступает в голове переосмысление, но почему-то именно переосмысление в негативном ключе. Ой, у меня не получится, я ничего не сделаю, я опозорюсь и так далее, и так далее. Не вздумайте, убирайте любые негативные программы из своей жизни, как бы они вам в вашу голову не шли. Даже если у вас негативный есть опыт, это не значит, что этот опыт, он плохой. Вы должны понимать и то, что всему свое время, и у вас обязательно будет все получаться. Все зависит только от вас самих. И Архангел Михаил нам сегодня
сегодня об этом заявляет. Кроме того, старайтесь сегодня проявлять любовь к себе, к своим близким, к своим родным. Не бойтесь им говорить добрые, какие-то хорошие слова. Вы должны понимать и то, что многие люди почему-то считают, что проявлять любовь, проявлять свое уважение, это нужно через материальные какие-то блага. Вы знаете, сегодня можно просто позвонить, сегодня можно что-то сказать доброе, хорошее, и это уже, знаете, это уже по-другому энергии вибрирует в вашей жизни. И ввиду того, что сегодня, друзья, у нас с вами день бесконечного изобилия, сегодня достаточно большая энергетика идет с космоса, обязательно на своей руке, на левом запястье возьмите ручку любого цвета и нарисуйте циферку 8, просто одну восьмерочку. Только она должна быть красивая, не какая-то хиленькая или непонятная. Или сначала возьмите листок бумаги и потренируйтесь. То есть вот вам восьмерка должна понравиться. И после этого нарисуйте на руке и скажите следующие слова: приумножаю и благодарю. Даже в комментариях вы можете также прописать циферку 8 и скажите приумножаю и благодарю. Вы должны понимать о том, что вы должны научиться разговаривать с высшими силами, со Вселенной, со своим ангелом-хранителем, с архангелом Михаилом. И тогда у вашей жизни обязательно все будет получаться. Мы еще раз всех поздравляем с 8 марта, да, именно всех, потому что каждый в этом мире является единицей, которая в этой жизни имеет очень важную энергетику и силу. И для Вселенной, для космоса нет такого понятия мальчик или девочка. Мы являемся единицей, и мы работаем, мы двигаемся, мы что-то делаем. И мы же хотим, чтобы в вашей жизни было также все прекрасно, чудесно и замечательно. Занимайтесь собой, двигайтесь, уделяйте внимание себе, своему здоровью, своей семье. Не забывайте о тех людях, которые вам когда-то помогли и подали свою руку помощи. Друзья, обязательно в комментариях давайте друг друга будем поздравлять с этим праздником, желать всего самого-самого наилучшего. Но прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.